Привет, ARMY. Никто не ожидал, что все произойдет именно так. Не с драматическим объявлением, не с внезапным заголовком, не с громким, очевидным моментом, который заставил бы всех обратить на это внимание. Вместо этого все произошло тихо, почти незаметно, в тот момент, который большинство людей пропустили бы, если бы моргнули в неподходящий момент. В зале и так было шумно. Камеры непрерывно вспыхивали, фанаты выкрикивали имена, а персонал суетился, направляя действия, регулируя освещение и следя за соблюдением расписания. Участники стояли близко друг к другу, плечом к плечу, улыбаясь камерам, как всегда профессионально, расслабленно и привыкшие к хаосу. Со стороны все выглядело совершенно нормально. Очередное публичное мероприятие. Очередное построение. Очередное обычное появление. Ничего необычного. Пока не изменилось одно маленькое обстоятельство. Одно крошечное движение, настолько незначительное, что сначала едва заметное. Чингук пошевелился. Не резко. Не громко. Не так, чтобы привлечь внимание. Просто один тихий шаг. Простая корректировка. Такое движение, которое любой мог бы сделать, не задумываясь. Но каким-то образом этот один шаг изменил все. На долю секунды все выглядело как нечто незначительное, просто естественное изменение положения, просто кто-то освобождает место. Но затем фанаты начали замечать нечто странное. Они заметили, рядом с кем он стоял и от кого медленно отходил. Затем они заметили, где он остановился. Прямо рядом с Теоном. Ни слов. Ни сигнала. Ни объяснения. Просто остановка, взгляд, мягкая, почти невидимая улыбка и тишина, которая казалась громче, чем ликующая толпа вокруг них. Это было случайно. Случайно. Или это был выбор? Потому что иногда самые громкие решения принимаются без единого слова. Толпа продолжала аплодировать, ничего не замечая. На сцене ничего не изменилось. Но в интернете этот момент уже снова и снова проигрывали, замедленно, крупным планом, анализировали покадрово. И была одна деталь, которая сразу бросилась в глаза: Чингук не выглядел растерянным. Он не выглядел потерянным. Он не выглядел как человек, случайно оказавшийся не на том месте. Он выглядел уверенным, спокойным, уравновешенным. Словно точно знал, где ему нужно стоять. И почему-то эта уверенность придавала всему происходящему дополнительную тяжесть. В тот момент, когда он остановился рядом с Теоном, что-то едва уловимо изменилось. Его плечи расслабились. Напряжение в его позе спало, словно он наконец достиг того места, к которому шел все это время, словно эта позиция просто казалась правильной. Тэйон тоже не отреагировал драматично. Никакого удивления. Никакого резкого движения. Никакой неловкой поправки. Он просто слегка повернул голову, ровно настолько, чтобы их взгляды встретились. Полсекунды. Может быть, меньше. Но слишком долго, чтобы быть случайным. Между ними было расстояние, не касание, не слишком близко, но это расстояние не казалось отстраненным. Оно казалось намеренным. Выверенным. Осторожным. Затем построение снова изменилось. Участники подстроились. Персонал направлял. Тело слегка подвинулись, чтобы соответствовать рамке. И в этом небольшом движении рука Чингука легко коснулась ткани рукава Тэйона. Это могло ничего не значить. Это могло быть случайностью. Но он не отошел сразу. Он не создал дистанцию. Он остался неподвижным, присутствующим, сосредоточенным. Именно тогда фанаты заметили еще кое-что. До этого Шаг Чингук громко смеялся, разговаривал, реагировал на участника группы, стоявшего по другую сторону от него, игривый, жизнерадостный, энергичный. Но оказавшись рядом с Теоном, его энергия смягчилась. Не стало холоднее. Не неловчее поведение. Просто тише. Мягче. Его тело слегка повернулось к нему, не заслоняя, не претендуя, просто выравниваясь, словно два магнита естественным образом встали на свои места. Разница была едва заметной, почти невидимой.
Но однажды увидев ее, уже не сможешь ее развидеть. Тэйон снова взглянул на него. На лице появилась легкая улыбка, быстрая, исчезающая в одно мгновение, словно она никогда и не предназначалась для камер. И, даже не задумываясь, Чингук повторил ее. Идеально. Без усилий. Такая синхронизация не возникает намеренно, такая, которая бывает только тогда, когда два человека глубоко осознают присутствие друг друга. Затем наступил момент, заставивший всех замереть. Кто-то окликнул. Участники снова переместились. Появилось пространство, свободный проход. Чингук мог легко вернуться на прежнее место. Он мог все перенастроить, сделать так, чтобы это выглядело случайным совпадением. Все подсознательно ждали. Вернется ли он? Отступит ли он? Он не отступил. Он остался на том же месте, рядом с Тэоном. Его поза была спокойной, уверенной, непоколебимой. И каким-то образом эта неподвижность говорила громче любого грандиозного жеста. Камеры невольно приблизились. Тэйон слегка наклонился, чтобы что-то услышать. Чингук тоже наклонился ближе. Их плечи на мгновение соприкоснулись, естественно. Ни один из них не отреагировал так, будто это было странно, будто это не было чем-то необычным, будто это случалось 1000 раз до этого. Именно это и создавало ощущение чего-то особенного, не драматичного, не показного, а просто комфортного. Знакомого. Простого. В сети быстро распространились вопросы. Было ли это совпадение? Или это Чингук решил тихо, обдуманно, именно так? Где он хотел стоять? И с этого момента эта закономерность не нарушалась. Каждый раз, когда менялось построение, каждый раз, когда персонал переставлял их, каждый раз, когда освобождалось пространство, он каким-то образом снова оказывался рядом с Тэоном. Не натянуто. Неторопливо. Не очевидно. Просто целенаправленно, как вода, естественно текущая в одно и то же место. За кулисами, вдали от света, все стало еще яснее. Шум стих. Выступление затихло. Движения стали более искренними, более инстинктивными. Чингук на секунду остановился у входа, осматривая комнату не случайно, не бесцельно. Он искал кого-то. И когда он нашел Тэйона, он снова сократил расстояние. Неторопливо. Не драматично. Просто достаточно. Достаточно близко, чтобы тихо поговорить. Достаточно близко, чтобы остальной мир слегка размылся вокруг них. Мягкие улыбки. Тихие голоса. Никакого представления. Просто комфорт. Даже когда персонал ненадолго разлучил их, Чингук колебался всего лишь доли секунды, почти незаметно, но реально. Затем он незаметно скорректировал свой маршрут, так что, когда они снова собрались вместе, он снова оказался рядом с Тэоном. Выбран. Не обязателен. Выбран. Позже, снаружи, возле микроавтобусов, ситуация повторилась. Он мог бы сесть в первый микроавтобус. Это было проще, ближе, логичнее. Вместо этого он замедлил ход, пропустил других и направился прямо ко второму микроавтобусу, где ждал Тэйон. Внутри он выбрал место рядом с собой, достаточно близко, чтобы их колени почти соприкасались. Когда микроавтобус наехал на кочку и их плечи прижались друг к другу, Чингук инстинктивно поддержал их обоих. Автоматически. Защищающе. Знакомо. Без колебаний. Без дистанции. Впереди участники громко смеялись. Но во втором ряду все казалось тише. Тише. Как будто маленький мир, созданный только для двух человек. Затем Тэйон внезапно замолчал. И Чингук мгновенно это заметил. Его выражение лица изменилось. На лице мелькнула тревога. Он наклонился ближе и тихо, прямо спросил. Такая внимательность не выглядела случайной. Ведь выбор один раз может быть совпадением. Выбор дважды может принести утешение. Но выбор снова и снова, в разных комнатах, в разных ситуациях, в разных местах, без необходимости, это начинает выглядеть как намерение.
И к тому моменту, когда фургон достиг места назначения, одна истина стала неоспоримой. Чингук не плыл по течению. Он не был неуверен. Он не был потерян. Он точно знал, где хочет стоять. Точно, где хочет сидеть. Точно знал, с кем он постоянно себя объединял. И каким-то образом эта тихая уверенность говорила больше, чем любые слова. И ночь еще не закончилась.